Всем привет, любители халявных игр, с вами Игорек, и сегодня я расскажу вам про все актуальные раздачи и игровую халяву за прошедшую неделю. А именно вы узнаете, какая популярная игра перешла на бесплатную основу, как получить уникальные украшения для наших профилей Steam бесплатно. Также вы узнаете, какими раздачами порадовал нас Epic Games на этой неделе и когда же начнется хэллоуинская распродажа. Понятное дело, что это не все новости и халява, что ожидает вас в этом выпуске, так что обязательно досмотрите его до конца, чтобы ничего не упустить. Ну а прямо сейчас хочу разыграть среди вас две игры, а именно Torchlight 2 и Fallout New Vegas. Для того, чтобы принять участие в розыгрыше, нужно поставить лайк под этим видео, быть подписан на мой канал с колокольчиком, а также нужно оставить любой комментарий в тематику видео. Победители будут выбраны случайным образом в следующем выпуске с халявой, ровно через неделю, но только при условии, если это видео наберет минимум 1500 лайков. Так что желаю всем удачи и приятного просмотра. Начнем с новости про переход популярного симулятора жизни The Sims 4 на бесплатную основу. Про это стало известно около месяца назад, но я думаю, среди вас найдутся те, кто и не слышал об этом. Начиная с 18 октября базовую версию игры можно скачать бесплатно через Origin и Steam, а также на консолях. Так что поздравляю всех с такой халявой. Без дополнений игра, конечно, выглядит сыроватой, но спешу вас обрадовать, так как на днях подписчик скинул мне инфу о том, что их как-то можно получить бесплатно. Проверить этот способ я, к сожалению, еще не успел, но если он будет рабочий, я обязательно вам про него расскажу. Кстати, с переходом на бесплатную модель распространения поддержка Sims 4 не прекратится. Разработчики уже заявили, что продолжат активно развивать проект, и в будущем нас ожидают как платные, так и бесплатные дополнения. Также на минувшей презентации Behind the Sims состоялся анонс пятой части серии под названием Project Rene. В ролике продемонстрировали углубленное редактирование интерьера, строительства и декорирования. Всем созданным контентом можно будет легко обмениваться с другими игроками. Также видео показали одновременный геймплей на компьютере и смартфоне, что, судя по всему, позволит играть одновременно на нескольких устройствах. Сам проект находится на ранних этапах разработки и до полноценного релиза как минимум еще несколько лет, но, как по мне, выглядит многообещающе. Так что можете поделиться своими впечатлениями в комментариях. Кстати, прямо сейчас Steam проходит тематическая распродажа, где за прохождение небольшого теста можно получить один из 5 анимированных стикеров. Ответы напрямую влияют на стикер, который вы получите, поэтому можете пройти его сами или же следуйте этой подсказке для получения интересующего вас стикера. Очень часто мои зрители из России спрашивают у меня, как сейчас пополнять баланс своего Steam аккаунта, поэтому могу порекомендовать вам сайт под названием Steam Balance, ссылка на который будет в описании. Здесь нам нужно ввести сумму пополнения и свой логин Steam. Далее оплачиваем любым подходящим способом. Средства приходят на Steam моментально. Переживать насчет того, что тебя здесь обманят, не стоит, так как у них более 1000 отзывов от реальных людей. А если у кого-то и возникали некие вопросы, то их решали через техподдержку буквально за пару минут. The International находится в самом разгаре, поэтому здесь вы можете приобрести как сам боевой пропуск, так и уровни для него. В удобном калькуляторе можно посчитать, сколько это будет стоить. Ну и это еще не все. На Steam Balance есть специальный раздел, показывающий игры Steam, продающиеся по скидке. Их можно отсортировать по разным критериям, почитать описание и системные требования, что очень удобно. В их группе ВК на регулярной основе проходят разнообразные конкурсы, и совсем скоро там будет разыгран 1000 рублей на пополнение баланса Steam. Поэтому ссылку на данный сервис и их группу вы найдете в описании. На этой неделе бесплатные выходные проходят лишь в одной игре, а именно Формула-1 22 года. Это симулятор одного из самых зрелищных и опасных видов автоспорта. Критики оценили проект на 81 балла из 100, а что касается обычных игроков, то их мнения разделились. Гонка получила 67% рейтинга в Steam. Опробовать игру бесплатно получится лишь до 24 октября. Поэтому давайте лучше расскажу о новом интересном событии в безумной королевской битве Fall Guys. Для тех, кто, возможно, еще не знает, игра перешла на фри-то-плей основу еще в июне 22, и теперь в нее можно сыграть абсолютно бесплатно в Epic Games. В текущем событии игрокам предстоит исследовать таинственные червоточины. Они могут открыть вам новый короткий путь, выкинуть вас за пределы карты или же перенести вас в невиданные ранее места. Бегите, летите и прыгайте через эти непредсказуемые порталы, чтобы узнать, куда они ведут, а по ходу их прохождения вы сможете получать уникальные тематические награды. Ивент продлится до 26 октября, так что поспешите. В этом году первой части Dishonored исполняется 10 лет. В честь этого события Arkane Studios запустила распродажу своих игр, а также мы можем получить уникальные предметы для оформления наших профилей Steam. А именно 2 рамки аватара, 3 анимированных аватара и 1 фон мини-профиля. Продать или обменять их нельзя, но получить в любом случае, думаю, стоит, так как такой возможности у вас больше никогда не будет. Для этого потребуется всего лишь просмотреть официальную трансляцию на странице с распродажей хотя бы 10 минут, или же я оставлю ссылку на нее в описании. В чате писать ничего не нужно, просто зашли в свой аккаунт Steam и смотрим прямой эфир. Единственный нюанс это то, что ваш аккаунт Steam должен быть выше нулевого уровня и не должен иметь никаких ограничений. Информации, до какого числа можно получить эти предметы, я не нашел, но могу предположить, что акция закончится вместе с распродажей 24 октября. Так что поспешите и друзьям расскажите. Ну а теперь давайте заглянем в магазин Epic Games, где все желающие могут забрать свою библиотеку Action RPG Fallout 3 Game of the Year Edition и необычные приключения Avalanche Legendary Edition. Fallout 3 Game of the Year Edition это расширенная версия ролевого экшена в постапокалиптической фантастической вселенной, события которого разворачиваются
закончится после ядерной войны. В игре присутствует уникальная боевая система, неплохой реализм и абсолютно нелинейная с NPC. Вам предстоит в прямом смысле бороться за выживание в окружении ужасов внешнего мира, радиации, супермутантов и других враждебных существ. Сборник включает в себя все 5 официальных дополнений, что позволит еще больше погрузиться в игру. Evolent Legendary Edition — это сборник двух приключенческих RPG с элементами экшена, вдохновленными классическими играми 80-х и 90-х. По мере продвижения у игры будет меняться графический стиль, а также вы сможете открывать новые системы геймплея. Кроме постоянной перемены мира, проект также включает в себя множество юмора и отсылок к классическим играм. Забрать эти две игры навсегда на свой аккаунт получится до 27 октября, а сразу после этого Epic Games начнет раздачу ужастика Saturnalia и стратегического экшена Warhammer 40 000 Mechanicus, про раздачу которых я обязательно расскажу вам в следующем видео, так что не пропустите. Кроме подобных раздач, Epic Games также стартовала распродажа в честь Хэллоуина. Продлится она до 1 ноября, и самые сочные скидки доходят до 75%. Поэтому можете с ними ознакомиться и при возможности что-то приобрести в свою коллекцию. На выбор присутствуют любопытные проекты в жанрах ужаса, зомби и выживания, а также других не столь мрачных играх, возможно, более подходящих для вас. Из новинок могу порекомендовать вам Ghostbusters Spirits Unleashed, Gotham Knights, New Tales from the Borderlands и A Plague Tale Requiem, которые, кстати, прямо сейчас прохожу на своем втором канале Игорек Games, так что кто хочет, заглядывайте на огонек. К сожалению, скидочного купона на этот раз нам не выдали, но на зимней распродаже, я думаю, он точно будет. Напомню, что вы всегда можете поддержать меня и мой канал, указав мой тег автора Epic Games при покупке какой-нибудь игры в их магазине, а также Fortnite или любой другой игре, где есть такая возможность. Вам не сложно, а мне приятно. Поэтому огромное спасибо тем, кто уже поддержал или планирует сделать это в скором времени. Что касаемо хэллоуинской распродажи в Steam, то она начнется 25 октября в 8 вечера и продлится до 1 ноября. Так что готовьте свои сбережения. Не знаю, будет ли там присутствовать какой-то ивент или халявные предметы для оформления наших профилей Steam, но если что-то подобное появится, то я обязательно вам про это расскажу в следующем видео, или же опубликую это в своем телеграм-канале. Так что подписывайтесь, чтобы точно не пропустить. Ну и конечно же, по традиции, небольшой дайджест по бесплатным играм Steam, которые вышли тут за последнее время или же перешли на бесплатную основу. Project Dream — простенький файтинг с мультяшным художественным стилем и поддержкой мультиплеера. В игре вам предстоит сразиться с различными бойцами, каждый из которых обладает собственным боевым стилем и комбо-атаками. Сейчас список бойцов невелик, но в будущем разработчики обещают его дополнять. Landbox — полноценный клон Майнкрафта, в котором вы сможете создать собственный мир, добавив в него физику объектов, оружия, врагов, а также превратив все это в небольшую мини-игру. Сыграть можно как в одиночку, так и по сети. Phobos — шутер-рогалик от первого лица, вдохновленный жанром электронной музыки. Сражайтесь с полчищами странных вирусов, подбирайте различные бонусы и оружие для улучшения ваших способностей. Psycho Island — хоррор на выживание, действие которого разворачивается на таинственном острове, куда внезапно попал главный герой, после того, как его лодка пошла на дно. Оказывается, там есть секретная лаборатория, создающая суперсолдат. Главная цель — убить босса и найти способ сбежать с острова. Marvel Snap — коллекционная карточная игра с героями вселенной Marvel, в которой нужно собирать колоды и сражаться с другими игроками. В отличие от других проектов подобного жанра, оба игрока будут ходить одновременно, поэтому не придется ждать, пока соперник завершит свой ход. На старте в Marvel Snap будет примерно 150 карт. После релиза игра будет получать обновления с новыми картами и другим контентом. Lost in Malur — 2D-пиксельный битэмап, где мы будем играть за некого стримера, чей дом в один момент захватили мерзкие звери. Побеждайте врагов, чтобы получить временные бонусы, и обыщите дом в поисках предметов инвентаря, чтобы продвигаться по сюжету. Судя по описанию, эта игра была сделана фанатами стримера. Living Dead — кооперативный шутер, цель которого состоит в том, чтобы пережить как можно больше волн и победить всех наступающих врагов. Каждая волна становится сложнее предыдущей. Убивая зомби, вы можете получить новое оружие, которое поможет вам выжить в толпе зомби. Ну а на сегодня халява закончилась. Надеюсь, вы остались довольными и заполучили интересующие вас игры и другие ништяки бесплатно. Если это так, то обязательно подпишитесь на канал и порекомендуйте это видео своим друзьям. А также можете поддержать меня и мой канал, оформив спонсорскую подписку. Что касаемо прошлого розыгрыша на American Fugitive и Stalker Чистое Небо, то вот победители. Для получения своего приза свяжитесь со мной через Telegram или Discord в течение 48 часов. С вами же, как обычно, был Игорек, спасибо за просмотр и всем до встречи в следующих видео. Пока!